Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта в FontLab. В этом уроке мы с вами разберемся с метриками таких глиф-мастеров, чтобы они были максимально корректными при экспорте нашего шрифта. И вот тут вы могли заметить такую особенность, что когда я начинаю вот так передвигать по карте вариативности, у нас буква немножко сужается, а потом снова разъезжается. Причем, если я поставлю сюда обычную букву А, рядом с буквой L, у них одинаковые метрики. Здесь метрики ссылаются на О и немножко уменьшенные, чтобы компенсировать вот эту вот светлую часть, а здесь у нас просто ссылается на букву О. Ну так или иначе, если я начинаю вводить, здесь все хорошо, но как только у нас переходит к вот этому среднему мастеру, у нас буквы съезжаются и разъезжаются. Почему это происходит? Если мы посмотрим на наши полуопроши в этих буквах, то мы увидим, что здесь буква ссылается на букву О и на букву Н, как мы до этого с вами везде уже настраивали. Здесь это расстояние слева, например, 27 в лайте, в Condensed Light это 12, то есть по идее, раз мы выбрали вот это значение посередине, у нас должно быть здесь где-то примерно тоже посередине значения, ну допустим это около 17. Но если мы переключимся на этот Master Light, то мы увидим, что здесь он нам показывает 0. Почему 0? Потому что он ссылается на букву О в этой точке координат. Но в этой точке координат буквы О у нас не существует, поэтому, разумеется, он получает значение 0. Соответственно, он сюда и подставляет 0. Как эту проблему решить? Для этого у нас есть два варианта решения. Первое – это подсмотреть, какое интерполированное значение в этой точке он нам может предложить, и написать его вручную. Это не очень удобно, потому что оно не автоматизировано, но, по крайней мере, эта проблема решается. Потому что, очевидно, что вот здесь прям по самому курсору видно, что он у нас сближается с курсором, потом отъезжает от него. Что мы делаем? Мы отключаем вот здесь эти глиф-мастера, чтобы они не участвовали в интерполяции. И теперь мы видим, что у нас ничего никуда не разъезжается, все как надо. И теперь, поставив, например, вот сюда, здесь у меня формула стоит, и я переключаюсь, то есть я нахожусь в этой точке координат, переключаюсь на инстанс, и здесь мы видим значение, которое он мне рекомендует, 15,43. При этом, если я вот так вот двигаю, мы видим, что эти значения он тоже интерполирует на лету. Поэтому, значит, вот именно в этой точке, на пересечении этих координат, мне рекомендуется поставить значение 15,43. Поэтому я перехожу сюда и удаляю эту формулу, пишу здесь 15, здесь 43. Смотрим дальше. И то же самое смотрим здесь. В середине у нас получается 16,43. 16,43. И вот теперь можно проверить, как это работает. Включаем эти мастера, глиф-мастера, и смотрим, как у нас все интерполируется. Все интерполируется у нас аккуратно. Вот здесь значения как надо отрабатывают, и все хорошо. Вот, но это не очень удобно, потому что если вдруг мы с вами поменяем метрики, например, захотим сделать шрифт более разряженным, мы тогда выставим в букве H чуть-чуть большее значение, все связанные буквы с формулами у нас растянутся. Но не растянутся эти буквы, потому что они имеют фиксированные цифровые значения. И поэтому для этого нам может пригодиться ссылка на другие мастера, чтобы шрифт брал оттуда метрики и подставлял виртуально их сюда. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно обратиться к мануалу FontLab, в котором можно посмотреть, что есть возможность дополнительно добавить какие-то необычные выражения к полуопрошам. И вот здесь мы видим, что можем ссылаться на другую букву. Это мы, в принципе, с вами делаем, ничего нового. Это мы уже с вами делали миллион раз. Также мы здесь можем правые и левые полуопроши делать, можем на ширину ссылаться, на какую-то определенную букву, точно так же более целенаправленно. Можем на какую-то, видимо, гайдлайн, на направляющую формулу и так далее. Но здесь у нас есть возможность ссылаться на определенный слой. Причем мы можем ссылаться просто на какой-то другой слой в этой букве, но и ссылаться на другой слой в другой букве. Для этого у нас есть вот такое двоеточие и название этого слоя. Поэтому давайте сделаем вот что. У нас есть задача вот здесь автоматизировать, чтобы он имел здесь не какие-то конкретные значения. Что мы для этого делаем? Допустим, я хочу, чтобы у меня было промежуточное значение между вот этим лайтом, который имеет 12 за счет формулы, и
И вот здесь Light у меня имеет значение 27. Здесь 27, здесь 12. Ну, допустим, это примерно где-то должно быть около 17, может быть 20. Что нам для этого нужно сделать? Мы берем и копируем вот это название Light. Мы помним, что оно у нас равняется 27. Выбираем вот этот промежуточный мастер, глиф мастер, и я вставляю сюда Light. Но перед этим я ставлю двоеточие, и что произошло? Он у меня равняется 27. Это не то, что там нужно, но мы можем его умножить на 0, например, 0,7. Кликаю сюда, мы видим, что она у нас обновилась. Это маловато, жму 0,8. Отлично. Теперь копирую это выражение, вставляю его сюда. И вот она у меня автоматически изменилась. И если вдруг я здесь потом что-то поменяю, у меня эти полуопроши автоматически перерасчитаются, потому что они ссылаются на существующий мастер. Делаем то же самое здесь. Я пока просто скопирую вот это выражение сюда. Так. Теперь беру название слоя Medium, делаю двойной клик, вставляю, слой Bold. И вот так. То значение, которое нас здесь интересует, например, здесь получилось 36, сравниваем. В узком это 30, в широком это 45. Где-то посередине, ну или плюс-минус 36 меня в принципе устраивает. Вот. И какой именно здесь коэффициент процентов там умножить, вот здесь я его уменьшил, но можно выбрать, например, Condensed Bold, его умножить на 1,2 либо 1,3. Это вы уже сами для себя решите, потому что там уже это все подбираете по своему вкусу. Но в целом это такая рабочая штука, позволяет нам сохранить более-менее адекватные полуопроши. Они здесь не берутся из воздуха. Вот. И существуют еще возможности какие-то иные делать математические операции, что-то там поделить на что-то, умножить и так далее. Мне пока не получилось подобрать подходящее значение, но в идеале, конечно, было бы здорово, если бы мы вот это значение генерировали из суммы вот этого значения и этого значения, поделенное пополам. Тогда бы это точно была бы середина. Но пока я еще не подобрал. Но даже такой вариант, в принципе, нас устраивает. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayel и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующих уроках.